За полвека до появления первых джинс в мире, в котором нет ни единого фотоаппарата, а спички и зубная щетка появятся только через десятилетия, выпущен первый в мире мотоцикл. Конечно, это сложно назвать тем, к чему мы с вами привыкли, тем не менее это произошло 206 лет назад. Немецкий изобретатель Карл фон Дресс вышел на улицы города со странной двухколесной диковинкой, которую он всюду с собой таскал. Педалей, цепного привода или двигателя у диковинки просто не было, поэтому ее называли «машина для ходьбы». Изобретение произвело настоящий фурор среди населения. Человек садился в седло, толкал ногами землю и ехал чуть быстрее, чем шел. Кстати, в наши дни на основе этого изобретения появился самокат и велосипед. Но вернемся в прошлое. Спустя 50 лет, в 1867 году, изобретатели решили добавить к устройству маленький паровой двигатель. Надо сказать, что паровые котлы того времени сильно дымили, парили, имели маленькую мощность, много весили и могли просто обжечь горячими стенками. Из-за этого паровые мотоциклы скорее делали для исследования, а не в качестве готового товара для продажи. Через почти 20 лет, в 1885 году, двое немецких конструкторов изобрели повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Это был первый запатентованный мотоцикл, чья скорость достигала целых 12 км в час, а мощность двигателя была в половину лошадиной силы. Первого изобретателя звали Готлиб Даймлер. Спустя 5 лет он организует компанию по производству небольших, но мощных двигателей для использования на земле, в небе и на море. Догадались? Этот лозунг станет основой для знаменитой трехконечной звезды, логотипа современной компании Mercedes-Benz. Второго изобретателя звали Вильгельм Майбах. Через 30 лет мотоциклы стали участниками Первой мировой войны. Мотоциклы применялись для разведки, эвакуации раненых и доставки топлива. В эффективную же боевую единицу мотоциклы превращались при установке в мотоциклетную коляску пулемета. Сами коляски для мотоциклов впервые изобрели в Харлей-Дэвидсон в год начала Первой мировой войны. Уже в 1917 году компания продавала каждый третий мотоцикл для нужд армии, а через год каждый второй. Самой продвинутой в плане вооружения мотоциклами была британская армия. Она имела около 30 тысяч единиц марки «Триумф». Для сравнения, в армии российской на то время империи насчитывалось чуть больше 15,5 тысяч мотоциклов, и те в большинстве своем покупались в Англии. После окончания Первой мировой войны мотоциклы продолжали улучшать как для военных целей, так и для гражданских. Именно в эти десятилетия мотоциклы прошли путь от подобия велосипеда с тяжелым и слабым мотором до полноценного байка, который стал похож на современные мотоциклы. Тогда же случился и бум мотопроизводства. Мотоциклы стали собирать и в Советском Союзе, но из-за войны и революции производство замерло до 1928 года. Во время Второй мировой мотоциклы применялись более масштабно и организованно. Например, у Германии еще в 1935 году появились целые мотоциклетные батальоны. Мотоциклисты на тяжелых БМВ с колясками стали одним из символов фашистской агрессии. Задачи у мототехники остались примерно теми же. На них доставляли грузы, ездили в разведку, перевозили раненых и важных служащих. Чтобы обеспечить нужные объемы техники для армии, в каждой стране работали свои производства. Если в Германии это был БМВ, то в СССР – Урал. Самым известным советским мотоциклом того времени был тяжелый М-72, который являлся модифицированной копией BMW R-71. За время войны их было изготовлено более 17 тысяч единиц. Несмотря на то, что образ немецкого мотоциклиста более знаком публике по фотографиям и фильмам, к концу войны советский боевой мотоцикл на дорогах войны был не менее распространен.
он использовался самым широким образом – от разведки до артиллерии. В коляске зачастую перевозили не только пулеметы и раненых, но и минометы, противотанковые ружья, фугасные огнеметы и боеприпасы. Многие М-72 воочию видели падение Германии и встретили победу в Берлине. После войны мототехника за счет доступной цены, простоты в производстве и обслуживании стала пользоваться огромным спросом. Поэтому в начале второй половины 20 века у мотопроизводителей наступили по-настоящему хорошие времена. Именно тогда в США зародилась культура байкеров. Во многом этому способствовали ветераны войны, искавшие привычного в военные годы товарищества и экстрима. Они же принесли в эту культуру нашивки, условные знаки и кучу подобных мелочей. В то же время в 50-х годах появились японские бренды Yamaha, Suzuki, Honda и Kawasaki. Они быстро потеснили американцев с англичанами, и тогда же в 1958 году выпустили один из самых популярных по сей день мотоциклов – Honda Super Cup. Ближе к 70-му году в качестве транспорта люди начали больше предпочитать автомобили, уже достаточно удобные и доступные жителям восстановившихся после войны стран. Байки постепенно стали переходить в категорию хобби и развлечений. 30 лет на них почти никто не обращал внимания. В начале нулевых все компании, производители серийных мотоциклов, договорились соблюдать лимит скорости не более 300 км в час, чтобы закончить войну скоростей, в которой каждый человек испытывал опасность. В начале 21 века происходит настоящий бум на электрорынке, и многие производители по всему миру начинают выпускать электроскутеры, электровелосипеды и, наконец, электромотоциклы. Они быстро нашли отклик в сердцах самых разных слоев населения. Молодому поколению нравится дизайн и дешевизна в обслуживании. Тем, кто никогда не сидел в кресле мотоцикла, простота управления. Экологам, что не нужен бензин. Целые страны не стоят на месте. К примеру, Индонезия объявила, что выделит $500 миллионов на стимулирование продаж электромотоциклов в 2024 году. В России же в следующем году первые российские электромотоциклы будут сопровождать президента на инаугурации. Похоже, электробудущее уже наступает. Плюсов у электромотоциклов действительно много, и просто перечислять их не имеет смысла. Пора действовать. Оставь заявку на stackbike.ru. Здесь тебе помогут не только выбрать подходящую модель электробайка, но и пригласят на бесплатный тест-драйв. Если есть идея, как улучшить существующую модель мотоцикла или хочешь реализовать свой собственный концепт, профессионалы сделают и это. Широкий выбор мотоциклов, а главное – человеческий подход. Доставка по России и странам СНГ. Зачем ждать будущее, если оно уже здесь? Становись и ты его частью вместе со Stackbike. За 200 с лишним лет мотоциклы прошли путь от машины для ходьбы до легких и мощных электробайков. Очевидно, они с нами навсегда. Быть может, через следующие 200 лет, когда люди будут каждый день использовать мотоциклы как машины для полета, они будут вспоминать о нас и о наших машинах для езды. Удачи в дороге. Пока.